И перед началом отдельно благодарность вот этим вот пользователям, которые поддержали разработку патча. Если вы также хотите отблагодарить за выполненную работу, то ссылка на донат будет присутствовать в описании. Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Вам не показалось, и наконец-таки это свершилось. Патч PES Rus доступен для скачивания. Я рад объявить о его релизе, и в рамках сегодняшнего ролика проведем небольшой обзор, я отвечу на самые распространенные вопросы, ну и вкратце расскажу про установку. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, особенно этот ролик, поскольку патч бесплатный, и наибольшая благодарность для меня это ваша поддержка в виде комментариев, лайков и подписки на этот канал. Ну и давайте не будем долго затягивать, и наконец-таки приступим к обзору. Пятая версия PES Rus патча добавляет в PES 2021 актуальный сезон 22-23. Соответственно, топовые лиги были обновлены. АПЛ, Серия А, Лига 1, РПЛ, Бундеслига и так далее. Соответственно, изменились формы, логотипы для некоторых команд, соответственно, обновились составы, мини-фейсы для игроков. В общем, контент на новый сезон был обновлен. Конечно же, не без новых фейсов, и фейсы были обновлены по большей части для топовых лиг, опять же. То есть для топовых клубов, для нашей РПЛки пара-тройка лиц залетела. Но что касаемо фейсов того же, например, Оренбурга, Факела или Торпеда, к сожалению, по большей части они сделаны в редакторе. В этой версии появилась новая лига, а именно MLS, полностью лицензированная от и до, начиная с названий команд и их логотипов и заканчивая спонсорами для карьер. То есть актуальные составы, мини-фейсы, изображения менеджеров, актуальные формы, все это присутствует в MLS. Ну и конечно же стадионы и ТВ-оформление. По сравнению с предыдущей версией патча, вес этой версии значительно увеличился из-за того, что я добавил новые стадионы, и в частности были добавлены стадионы для чемпионата мира. Теперь, если вы будете играть в чемпионат мира во время карьеры, ну или просто в качестве отдельного турнира, то у него будут присутствовать все актуальные стадионы, на которых и будет проводиться мундиаль. Касаемо РПЛ, поскольку это наша отдельная фишка данного патча, на РПЛ была сосредоточена очень большая работа, соответственно, обновилось название лиги, ее логотип, изменился Кубок России и Суперкубок России, и вместе с нашими турнирами изменилось и графическое обновление, начиная от ТВ-оформления и заканчивая подиумами для вручения трофеев. Что касаемо составов, то они по большей части все актуальные, возможно, я мог пропустить пару-тройку трансферов, но это 1-2 игрока, не более. А так, составы более чем актуальные, мини-фейс у всех присутствует, формы также присутствуют, даже несколько комплектов, и, что стоит отметить, присутствуют комплекты для Кубка России, которые, к сожалению, автоматически не включаются, поэтому их приходится переключать вручную, но об этом чуть позже. Собственно, я могу еще долго разбираться о контенте, но, пожалуй, на этом мы и закончим. Если вам захочется поподробнее рассмотреть контент, то скриншоты, описание патча будут доступны в группе ВКонтакте, ссылка на которую присутствует в описании. Сейчас же давайте немножко поговорим про установку, и я отвечу на самые распространенные вопросы. Начнем со второго. Данный патч идет только на ПК-версию игры, и что самое главное, на лицензионную версию PES 2021, то есть на пиратку данный патч не идет. Запомните это. Если же у вас есть лайт-версия, которую вы патчили ранее, то именно для этой версии этот патч и предназначен. После того, как основные вопросы были отсеяны, давайте расскажу про установку. Здесь на самом деле все очень просто. Наверняка, к сожалению, для большинства пользователей будет доступен только один вариант скачивания, не через торрент, как ранее, а по частям архивов. У меня, к сожалению, нет возможности сделать торрент-файл, а в частности поддерживать его раздачу 24/7, поэтому я, скорее всего, загружу все части архива на файлообменник. А поскольку патч весит около 100 гигабайт, вам придется скачать очень много архивов. Поэтому да, рассчитывайте, вам необходимо на компьютере крайне много места, чтобы, во-первых, скачать патч, и, во-вторых, чтобы его распаковать. С другой стороны, вы знали, на что идете. Соответственно, ссылка в описании будет вести на архив со всеми необходимыми ссылками, которые будут вести на различные части главного архива с патчем. Качайте их всех и после этого распаковывайте самый первый. И обязательно убедитесь, что у вас игра пропатчена, то есть лайт-версия пропатчена до полной, и у вас отсутствуют другие патчи, потому что совместимость с другими патчами она крайне маловероятна, но и она также не проверялась. Поэтому все, что вам нужно, пропатченная лайт-версия PES 2021 и, что самое главное, чистая. Содержимое архива распаковываем именно в папку с игрой. Указывайте ваш корневой путь к ней, и после этого все части архива также будут автоматически распаковываться.
Ну и после этого кидаете файлы в мои документы, подтверждаете замену файлов, обязательно убедитесь, что вы заменили файл edit, потому что он отвечает за составы, и если вы неправильно его распакуете, и если он не заменится по итогу, то у вас будут отсутствовать составы. Ну и на этом все, в принципе. Запускаете игру через сайдер и довольствуйтесь запущенной игрой. Я не буду делать какой-то конкретный вывод по собственному патчу, потому что за все время разработки мне казалось, да и до сих пор кажется, что я еще далеко не закончил патч. Но вроде как я все проверил, весь контент на месте, и по идее он вроде как готовый, но мне все кажется, что он не доведен до ума. Да и я думаю, что вы все с этим согласитесь. Поэтому я вполне не исключаю, что возможно в ближайшее время для данной версии патча будут выходить мини-апдейты, которые добавят тот или иной контент, хотя не обещаю, но все может быть. Также в лишний раз напомню, что патч абсолютно бесплатный, вы можете скачать его по ссылке в описании. Ну и также, если вы захотите отблагодарить меня за работу над этим патчем, то ссылка на донат также будет присутствовать в описании. Но если финансовую разработку патча вы поддерживать не готовы, то в принципе достаточно и вашей активности под этим роликом. Лайк, комментарий и обязательно подписка на канал с колокольчиком, если вы здесь впервые. Я желаю вам всем удачи в установке и приятной игры после ее завершения. До скорых встреч, друзья!